Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Мучает ли ее совесть? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Смотрим, в каких энергиях вы пребываете. На данный момент у вас проигрывается ситуация потери любимой женщины, потери именно, вот знаете, скорее даже, либо это мать вашего ребенка, либо же вы хотели иметь с этой женщиной ребенка. То есть у вас абсолютно серьезные планы были, но не сложилось, не срослось. У каждого, опять же, проигрывается своя ситуация, мы не будем сейчас углубляться, да, по какой причине расстались вы. Но эта женщина абсолютно поменяла ваш мир, поменяла вашу жизнь. Вы сейчас либо же находитесь в таком, знаете, вот, немного в таком пессимистическом настроении, либо же еще совсем недавно находились в таких вот энергиях, потому что я не могу сказать, что вот этот разрыв, ваш развод, он так легко дался. Потому что это была, по-настоящему любимая женщина. Это была, реально женщина, которая была вашим смыслом жизни. Несмотря на то, что вы довольно сильный такой человек по жизни, вот эта ситуация очень сильно подкосила, причем подкосила даже ваше здоровье. Может проигрываться, что после этого разрыва, возможно, даже вы немного так, слегли, что ли. У кого-то это ударило по сердечно-сосудистой системе. Это может быть, такое, знаете, вот бывает прединфарктное состояние, бывает скачки давления. У кого-то это ударило по нервно-психическим вот именно заболеваниям, да. Это расстройство сна. Это может быть повышенная агрессия, это апатия. То есть в любом случае, да, насколько вот это было сильное для вас, уже зависит абсолютно индивидуально, да, потому что у каждого свой организм, но то, что бесследно это не прошло, и для вашего здоровья, для вашей психики, это однозначно. Вы человек, которым, довольно часто по жизни манипулируют, да, вот, и это я тоже заметила, что уже не один раз как-то вот выпадает у нас в раскладах, а всему виной ваша доброта, всему виной вот именно ваша открытость и доверчивость к людям. И не могу сказать, что вы такой прям жесткий. Да, в определенных ситуациях вы можете проявить характер, там стукнуть кулаком по столу, но это, в принципе, это вам не свойственно. Скорее, это какие-то, я не знаю, критические моменты, да, это очень редкие моменты, чтобы вы вот стукнули кулаком. Это абсолютно не про вас. Скорее, наоборот, вы человек, который все берет близко к сердцу. Вы переживаете даже там, где не нужно переживать. Настолько вот вы впечатлительный и ранимый. Да, вы стараетесь не показывать этого. Вы, конечно же, на людях вы пытаетесь быть таким уверенным, смельчаком и так далее. Но на самом деле есть моменты робости, есть моменты, такой даже в чем-то неуверенности в себе, да, вот такая вот дилемма получается. Вроде бы с одной стороны сильный мужчина, но с периодическими такими вот колебаниями, какими-то внутренними сомнениями. Здесь могут еще присоединяться внутренние страхи и комплексы. Опять же, это будут у каждого свои страхи и комплексы. Потому что абсолютно разные судьбы, разные ситуации, у всех будет проигрываться по-разному. Более конкретно это уже видно на личных раскладах. Вы находитесь, скорее сейчас, я бы сказала, больше в таком, подавленном, что ли, настроении. Давайте уточним, почему. Потому что у вас проигрываются проблемы в личной жизни, потому что я не вижу возле вас вот женщины, которая... стала бы вашим новым светом в окне. Вы очень, так знаете, скрупулезно присматриваетесь теперь к женщинам и не можете найти ту, которая могла бы зацепить ваше сердце. Да, у некоторых могут проигрываться какие-то временные романчики, но это романчики, скорее ни о чем. Вы прекрасно понимаете, о чем я сейчас говорю. Да, это, для здоровья, чисто для разнообразия. У кого-то это отдушина, чтобы как-то развлечься, забыться.
Но, в принципе, вот такой женщины, которая могла бы вас зацепить, вас я не вижу. Может также проигрываться еще у некоторых из вас контакты до сих пор с бывшей женщиной вашей. Вы ее не отпустили. Причем, может быть, даже вы не хотите ее отпустить осознанно. Вот вы понимаете, да, что нужно идти вперед, нужно идти в будущее, но вот как-то вот тянет, да, вот. Ну, у некоторых может даже, кстати, проигрываться приворот. Так что, если есть какие-то сомнения, вот если вы подозреваете, что что-то с вами не то происходит, я бы все-таки настоятельно вам рекомендовала сделать диагностику негатива и проверить, может быть, реально есть приворот, потому что очень многие женщины, ну, этим грешат. И мужчины потом не могут понять, что с ними происходит. Да, вроде бы расстались ужасно плохо, да, скандалы, конфликты, измены. Но тем не менее тянет, вот тянет как сумасшедшего просто. Из головы не выходит, не могу ни спать, ни есть. Вот, ну, в таком плане, да, вот, то есть женщина нужна как воздух. Это может быть реально, но именно из-за приворота. Поэтому смотрите, ребята, если у кого-то есть такие проблемы, обращайтесь. Далее, смотрите, может еще проигрываться у вас такая ситуация, но это я так немного хочу вас предостеречь, особенно тех, кто сейчас вот, ну, либо же вот в течение какого-то времени после разрыва, если вы как-то вот общаетесь с вашей бывшей тем или иным образом, будьте бдительны, потому что дама что-то задумала. Дама хочет, ну, разыграть вот какую-то, ну, я это называю разыграть какую-то свою карту. Вот она на кон поставила что-то, вот какие-то определенные цели. Это могут быть деньги, это могут быть какие-то вот материальные блага. То есть, ну, здесь готовится такой, знаете, вот, ну, как контрольный удар, так сказать, да. Здесь вот реально что-то задумано. Задумано то, что вам не понравится, но сейчас она обставляет как-то так, это все преподносит, может даже, ну, с хитростью какой-то к вам подлезть. Вот я конкретно ситуацию сейчас не скажу, но вот связано вот именно с деньгами, с благами, да, может быть, оттяпать хочет побольше денег, может быть, какой-то кусок больше под видом, что на детей, допустим, там или еще на что-то. Ну, то есть это будет какой-то такой маневр, который будет для вас в дальнейшем, если вы поведетесь, довольно болезненный. Поэтому, ну, очень осторожно общайтесь и будьте бдительны. Так, смотрим дальше, погнали. Кто же пришел к нам на расклад сегодня, да, какая женщина? Будем смотреть, мучает ли ее совесть. Я, конечно, очень сомневаюсь, ну, а там посмотрим. К нам пришла женщина, с которой вы сейчас, ну, я бы назвала это в контрах. Это женщина, которая, ну, она всегда любит совать везде свой длинный нос. Она все любит держать под контролем. Она всегда вот любит, знаете, вот такие женщины, они лазят по телефонам, они проверяют переписки, они проверяют странички в соцсетях. Такие женщины любят вообще вот все четко контролировать, мониторить. Кто тебе звонит, кто тебе пишет, куда пошел, что делаешь. Такие женщины довольно часто звонят мужчинам и говорят: ты где, ты с кем, ты что делаешь. Напишите в комментариях, был у вас такой момент или нет. Я прекрасно понимаю и знаю, что мужчинам очень не нравится, когда, ну, женщины звонят и говорят, что вот ты где, да? В Караганде, так и хочется сказать, да. Тем более, ну, если касательно вот контроля, ну, это довольно смешно выглядит. Я всегда вот женщинам говорю: ну, хорошо, ты спросила, ты где? Что ты ждешь? Что вот мужчина тебе ответит, да? Допустим, даже если он изменяет в этот момент, да, вот бывают случаи, что он реально лежит там, я не знаю, в обнимку с любовницей. Ты звонишь, ты где? Конечно же, он на совещании, на работе, там, с друзьями задержался, где угодно, да? Или ты ждешь, что он тебе сейчас скажет, что вот я лежу с другой в постели, да? Ну, то есть, вот эти вот моменты очень глупые. Но вот эта дама, она такая большая любительница. Несмотря на то, что она пытается казаться такой довольно высокомерной, на то, что она пытается казаться довольно уверенной в себе, да? Человек глубоко несчастный внутри. Вот она пытается застраивать других
она как бы этим самоутверждается, потому что у нее было тяжелое детство. К ней родители, скорее всего, особенно мать может проигрываться. Возможно, она к ней очень плохо относилась. Это могли быть унижения какие-то, оскорбления. Это, ну, такое своего рода несчастное детство. Поэтому сейчас вот она пытается самоутвердиться. Вот когда-то ее гнобили. Теперь она старается вот окружающих гнобить. Это может распространяться не только это на вас, допустим, это было, это и на детей может идти, это может вообще на окружающих распространяться такое вот довольно высокомерное отношение. Знаете, вот типа я царица, а вы все такие вот челядь, рабы, да? Вот в таком плане. Женщина, которая, вот она очень любит красоваться, она... Ну, в принципе, она неплохо выглядит, она за собой ухаживает, она может даже спортом заниматься, она может по салонам ходить, да, там дорогой косметикой пользоваться. Ну, то есть она любит следить за собой, ухаживать. Даже, может быть, вот как-то втихаря, а может быть и не очень втихаря. Вот она любит любоваться своим даже обнаженным телом. Вот, может быть, вы замечали, а может быть, это она, ну, реально втихую делала, что вот она раздевается перед зеркалом и любуется, да, вот она рассматривает свои какие-то вот формы, она смотрит, вот где у нее какой изъян может быть, да, вот где там какой-то целлюлит, где какая-то складочка. И вот у нее даже вот какое-то как наваждение, да, вот нужно срочно от этой складочки избавиться. Вот это, конечно, уже больше даже с психикой связано. Это уже не нормальный момент. Да, можно за собой следить, но как бы без вот этих вот наблюдений, где какая складочка, где какие там 100 грамм она набрала. То есть может проигрываться такой, ну, фанатичный какой-то осмотр себя, да, если так можно назвать фанатичное какое-то вот наблюдение за своим телом, да, не дай бог там где-то какая-то морщинка, нужно срочно убрать, нужно срочно к косметологу, там на массаже и так далее. Напишите, у кого есть такая ситуация, хотя, еще раз повторяю, вы этого можете не знать, потому что, ну, человек скрытный, она скорее, вот я склоняюсь, что она по жизни, вот она свои какие-то комплексы и страхи, она это все держит в себе. Она же, конечно же, не будет подходить и рассказывать, ну, дорогой, посмотри, у меня там много складочек появилось, да, у меня там много лишних килограмм. Ну, это, конечно, было бы глупо. Поэтому человек, вот в принципе, я же говорю, у нее довольно много есть и комплексов. Но вот самоутверждается она за счет других. Когда она вот унижает, вот вообще такие люди такого склада, когда она унижает других, она, ну, как бы на ступень выше сама становится, да, она становится увереннее. Вот она такая супер-пупер, она такая раскрасавица, а вы все никто и ничто. То есть такой момент присущий. Это женщина, которая, знаете, вот я не удивлюсь, если она даже следила за вами. Помимо, как я сказала, телефоны там проверяла, может быть, соцсети. Она вплоть до того, что когда вы куда-то уходили, особенно в такие вот моменты, которые ее настораживали, да, может быть, вы реально пошли по работе, там, либо к друзьям, там, еще куда-то, но что-то ей показалось не так, может быть, вы не в то время пошли, да, что-то ее настораживало, она следила за вами, да, вот выходила. Я не говорю, что это было постоянно, но были такие моменты, что она подслеживала, либо же еще просила там друзей, приятелей общих, чтобы ей докладывали, тоже как-то так подслеживали за вами немножко. Я понимаю, что некоторые из вас сейчас в шоке могут быть. Напишите, есть у вас сейчас такой легкий шок или нет. Потому что я думаю, ну это для вас будет такой, ну, не очень приятный сюрприз. Услышать такое, да, что за тобой реально бывшая там следила. Это, в принципе, говорит о... Помимо ее неуверенности, это говорит еще о тотальном недоверии вам. Понимаете, с кем вы жили? Поэтому, ну, такая дама очень непростая, закомплексованная, неуверенная в себе, но главное, что вот она за счет других пытается самоутверждаться. Давайте теперь разбираться, мучает ли ее совесть. Конечно же, такие люди, они вообще совестью как таковой, они даже не обладают. Ну, будем смотреть.
Давайте начнем с того, как она сейчас поживает. Вот сказать, что она счастливая, абсолютно не могу этого сказать. Скорее здесь просматривается какое-то состояние одиночества, состояние ненужности. Вот у нее случаются такие легкие романчики, но это ни о чем. Это ситуация, когда, ну да, ну ты попрыгала по жезлам, да, ну ты развлеклась, но то, что тебе надо, ты не получила. А надо деньги, а надо комфорт, а надо красивую жизнь и все, что сюда причитается. Женщина, которая настолько, вот да, вот эта карта вот нам очень хорошо показывает, насколько человек многоликий. Это такое, знаете, вот высший пилотаж, такое, ну, супер лицемерие у человека, когда она притворяется всегда со всеми. Вот если нужно какую-то выгоду свою получить, да, она притворится, она будет белой пушистой, она будет хорошей, на задних лапках бегать, прыгать. То есть она показывает свои все лучшие черты мужчинам, пока она видит какую-то выгоду. Как только она понимает, что все здесь, в этом озере рыбки ты больше не словишь, да, можно показать зубки, можно показать свое настоящее лицо и все. И получается, что мужчины, увидя ее настоящее лицо, они просто не то что уходили, они сбегали от нее. Поэтому человек настолько лживый, настолько даже не двуликий, не просто лицемерный, даже многоликий ее можно назвать. Да? Вот она со всеми, она как будто в разных масках. Как будто она играет со всеми разные роли. То есть, вот сказать, что она сейчас вот абсолютно в шоколаде, она абсолютно счастлива. В личной жизни у нее серьезных отношений я не вижу. Конечно, помним, что это общий расклад, да? Но, тем не менее, я не вижу у нее постоянного мужчины, с которым вот у нее могли бы быть, ну, реально стабильные, долгие, серьезные отношения. Тем более я не вижу, что она любит и любима. Человек, который, ну, так, знаете, загрустил, задепрессовал. Вот она пытается, знаете, вот что интересно, она сама пытается закадрить мужчин. Вот она так живет, что она пытается кадрить мужчин, причем ей нравятся мужчины помоложе, ей нравятся мужчины красивые, фигуристые, накачанные, вот к таким она тянется, да? Ну, как говорят, молодое мяско такое, оно не такое жесткое. Не очень у нее получается, потому что эти молодые мужчины, ну, они тоже хотят женщин помоложе. Далеко не каждый мужчина хочет встречаться с женщиной более старшей. Бывают, конечно, такие, но это меньший процент, ну, судя по статистике. Поэтому у нее счастья нет. Здесь, знаете, здесь снежная королева, которая осталась у разбитого корыта. Вот я не могу сказать, что у нее вообще какая-то пруха в жизни, вот во всех сферах. Ее все больше одолевают какие-то вот негативные мысли, ее все больше одолевает грусть, печаль, тоска. Она не знает, как двигаться, куда бежать, в каком направлении, вообще как налаживать свою жизнь, ну, потому что как бы она ни вешалась на мужчин, но не получается у нее надолго задерживаться с одним мужчиной. Ну, не получается. Вот такой вот, ну, сволочной характер, уж простите, да. Вот такой вот лицемерный характер, вот такой вот лживый. Ну, это на раз-два просто раскусывают мужчины, тем более у которых есть деньги. Вы это прекрасно понимаете. Давайте теперь вопрос, который у нас на повестке дня стоит, да, мучает ли ее совесть, что вот она с вами так поступила? Знаете, я бы не назвала, что это ее совесть мучает. Она скорее переживает, что вот у нее все в жизни пошло наперекосяк. Вот за это она точно переживает. Она, во-первых, считает, что она всегда права, что она ничего такого плохого не сделала. Она считает, что в том, что произошло, есть и ваша доля вины. Давайте уточним, в чем. Смотрите, почему-то вот она считает, что у нее была какая-то вот от вас нехватка. Нехватка, у кого-то это был интим, у кого-то это была нехватка внимания, у кого-то это был какой-то, может быть, тотальный контроль, да, вот, ну,
Вот бывают такие мужчины, которые, ну так, патологически сильно любят, что готовы все держать под контролем. Вот есть момент у нее претензий к вам. Вот она считает, что вы сами ее подтолкнули к тому, что вот она начала изменять, что вы не дали ей того, чего она хотела. Причем, я вот вам скажу, она особо вам не озвучивала, что ей что-то не нравится. Да, могли быть какие-то, ну, небольшие намеки, но вот так, чтобы сесть, поговорить, она вам не говорила. Это при том, что вы бы, конечно, вы бы ее выслушали, да, вы бы приняли себе во внимание, что ее что-то не устраивает. Но вы этого не замечали. Вот, да, вы настолько ушли в работу, в заботу о ней, да, вот вы работали, все достигали, добивались, зарабатывали, чтобы ей все это дать. Вот что самое обидное. Даже если у кого-то это была та же нехватка интима, вот возьмем, да, такое вот довольно наболевшее, которое может быть в отношениях. Либо же такой, знаете, ну, скоростной интим назовем это, да, когда мужчина просто приходит уже впаханный до такой степени, когда ты приходишь просто уставший, у тебя нет сил, но ты не хочешь обидеть любимую женщину, да, ты, конечно же, исполняешь этот супружеский долг уже на автомате. Не потому что ты не любишь, а просто, ну, ты устал, ты ради нее впахивал, ты старался, ты добывал что-то, да. А у нее претензии, либо это было некачественно, либо это было быстро, либо это было редко, либо ты мне внимания не уделял. Ну, то есть, я сейчас вам еще озвучиваю вот те моменты, которые вот жалуются многие женщины. Не только вот она, да, вот судя по раскладу, вот у нее много претензий. Поэтому сказать, что ее мучает совесть, нет. Вот она единственная скучает за тем моментом, когда вот все было хорошо, когда вот все было на мази, вы ей все это давали, обеспечивали, да. Когда она жила в полном шоколаде. Вот за этим она скучает. А переживать там о чем-то, совесть, да какая совесть, я вас умоляю. Человек исключительно эгоистичного склада, человек, который любит, чтобы все было, как она хочет. Но такие люди, как правило, они не страдают муками совести. Она единственная вот ломает голову, как жить дальше, где найти вот богатенького Буратино, который снова даст ей все то, что давали вы. Но пока у нее это не получается. Вот она вешается на мужчин, вешается, да. Вот терпеть не могу женщин, которые вешаются на мужчин, честное слово. Но это надо, ну, так себя не любить, чтобы бегать за мужчинами, вешаться. Это все равно, что, знаете, вот я люблю по этому поводу сравнивать вот охотник и зайчик, да. Ну, мужчина по своей природе охотник. Мужчина должен добиваться, завоевывать женщину. А тут получается, что вот этот вот зайчик, да, бегает за охотниками. Вот, то есть женщина бегает за мужчинами. Ну, как-то это неправильно. Это не по-людски и даже не по природе. Плюс такие женщины не понимают, что когда вот они бегают за мужчинами, ну, их не уважают. Напишите в комментариях, есть такой момент или нет. Вот будете вы уважать женщин, которые бегают за вами, которые вас добиваются. Но это неправильно, это не по природе. Это мужчина делает какие-то шаги. Да, женщина может дать какой-то знак, улыбнуться, там, подмигнуть. То есть дать сигнал, вот зеленый свет светофора мужчине, что вот ты можешь меня атаковать, ты можешь знакомиться со мной. Для мужчины это очень важно. Вот именно получить сигнал от женщины, что фас, вперед, завоевывай меня. А некоторые женщины понимают, что вот она должна, вот, неважно, он или не он завоевывает, вот я должна его покорить. Особенно если вот за мужчиной бегает женщина, которая ему не нравится, это вообще трэш. Мужчины вообще от таких прячутся. Вот. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, насколько вам нравится, если за вами будет бегать женщина, или же вы считаете, что все-таки мужчина по своей природе должен быть охотником и завоевателем. Поэтому вот так вот, ребята. Не жалеет она ни капельки, она жалеет за красивой жизнью, она жалеет за вот этим всем, когда все вокруг нее кружится, когда она все свои хотелки выдвигает, да, и все это исполняется. Ей нужен очередной джин, золотая рыбка, как хотите, да.
Но только не любимый мужчина, потому что любовь это там где-то уже в конце паровоза плетется. Любовь это уже у нее там на 100-м месте где-то. Вот как-то так. Вот такой был расклад сегодня. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!